Произошла эта неординарная история пару дней назад. Таня, хозяйка одного из наших бывших подопечных, позвонила среди ночи. Пиратик, ее наполовину ослепший пожилой пес, срочно нуждался в помощи врачей, а она никак не могла сама найти клинику, согласную принять их ночью. Клинику и врача, готовых выехать на прием, мы нашли. Когда Таня привела собаку, было видно, что она с трудом двигает лапками. У пса была высокая температура, он весь трясся. Одновременно с Таней и пиратиком в клинику приехал и один из волонтеров, познакомить девушку с врачом и успокоить, ведь состояние животного ее очень напугало. Пиратику сразу начали оказывать первую помощь, попутно проводя обследование. Выводы врачей были печальными: у собаки крупное новообразование, скорее всего онкология. По расположению и строению опухоли было понятно, что просто справиться с ней не получится. Ухудшало прогноз и состояние пиратика. С возрастом у собаки ослабло сердце, а значит, его шансы пережить операцию были крайне низкими. Если же не делать ничего, у собаки оставались считанные дни жизни. Выбор был тяжелым: оставить все на самотек значило точно потерять пиратика, но и операция давала лишь призрачные шансы на успех. После долгих сомнений и разговоров с врачом решили все же оперировать, сразу договорившись, что оплатить работу ветеринаров сможем несколько позже. Таня увидела небольшой диванчик для посетителей в коридоре клиники и решила, что не будет оставлять друга даже на время операции. Ночевать она осталась в клинике, понимая, что, если что-то пойдет не так, приехать из дома, чтобы попрощаться, она попросту не успеет. Звонить в клинику утром было страшно, шансы на то, что все прошло хорошо, были такие мизерные, что надежды услышать хорошие новости почти не было. То, что сказали в клинике, стало лучшей новостью дня. Врачи оказались настоящими волшебниками, и пиратик не просто перенес операцию, но уже проснулся. Осталось ждать гистологию и надеяться, что запас чудес все еще не исчерпал себя. Таня тоже не могла поверить в то, насколько они с пиратиком оказались удачливы. Она плакала от счастья и строила планы по возвращению домой вместе со своим любимцем. Планировать было страшно, ведь никаких прогнозов ветеринары не давали. Спустя 2 дня врач сообщил, что кризис остался позади. Пиратик больше лежит и отдыхает, но потихоньку силы начали к нему возвращаться, и его шансы отправиться домой очень высоки, тем более, там его ждет слепой песик Семушка, который нуждается в своем друге и проводнике. Пиратик все еще в больнице, но он прикладывает все усилия, чтобы как можно скорее оказаться дома.